Приветствую! Добро пожаловать на наш сегодняшний визуальный разбор. Знаете, сегодня мы будем исследовать концепцию, которая многих по-настоящему удивляет. Несмотря на то, что Рудольф Штайнер известен прежде всего как мистик, его 6 базовых упражнений — это буквально чистая прикладная психология. И сегодня мы сделаем жесткий акцент на конкретных, осязаемых результатах этих практик, а главное — на абсолютной, ювелирной точности их выполнения. Поверьте, это не какая-то там возвышенная философская теория, это строгая, структурная работа с человеческим разумом, которая способна привести к совершенно невероятной внутренней ясности. Окей, давайте сразу в это погрузимся. Суть в том, что недисциплинированный разум крайне уязвим. Если кто-то пытается подойти к глубокой психологической или, скажем так, эзотерической работе без прочного железобетонного фундамента, он просто ставит под удар собственную ментальную стабильность. Эмоции становятся неуравновешенными, воля превращается в хаос. Без этой базовой основы любые попытки расширить свое восприятие не имеют под собой вообще никакой опоры. Это как строить пентхаус, не залив фундамент. Сам Штайнер называл их «Nebenübungen», что переводится как «побочные упражнения». Но пусть это скромное название вас не обманывает. Это фундаментальные, очень приземленные и мощные инструменты. По сути, это высшая форма психогигиены, созданная для абсолютно любого человека, ищущего психической стабильности. Мы здесь говорим не о каком-то туманном мистицизме, а о строгой, ежедневной тренировке нашего внимания и эмоциональной устойчивости. Итак, наш план на сегодня. Сначала мы посмотрим на реальные результаты, затем детально разберем практику фокуса и воли, перейдем к эмоциям и позитивности, обсудим открытость и, в самом конце, затронем строгие правила безопасности, которые критически важны. Раздел 1. Результаты. Мистика и психология. И это блестяще иллюстрирует двойственную природу данной практики. С одной стороны, традиционная эзотерическая цель — подготовка души к тонкому восприятию создания так называемой несущей конструкции личности, а с другой стороны, проверяемые абсолютно современные психологические преимущества, мощные метакогнитивные навыки и эмоциональная регуляция. И знаете что? Независимо от того, через какую линзу вы на это смотрите, конкретный результат один — формирование несокрушимого внутреннего стержня. Поразительно наблюдать, как эта историческая система просто идеально, шаг за шагом, отражает устоявшиеся концепции современной когнитивно-поведенческой психологии. Смотрите, первое упражнение — это, по сути, базовая осознанность. Второе — развитие внутреннего локуса контроля. Третье — структурно повторяет методы диалектической поведенческой терапии, а четвертое — это чистая когнитивная гибкость. Это наглядно доказывает, что результаты этих практик не просто красивые слова, а проверенный, твердый, светский эффект. Раздел 2. Фокус и воля. Переходим к конкретике первых 2 упражнений. Именно эти 2 упражнения выстраивают весь структурный фундамент. Суть первого крайне прагматична — управление обычным ментальным шумом. Тем самым шумом, из-за которого мысли постоянно скачут с одного на другое. Суть второго в базовой автономии. Это способность отделить вашу чистую инициативу от реактивных привычек или внешнего давления. Без освоения этих 2 базовых уровней двигаться дальше, просто бессмысленно. Теперь о правильности выполнения первого упражнения, потому что здесь важна ювелирная точность. Крайне важно выбрать совершенно нейтральный предмет, никаких эмоций, просто обычный карандаш или скрепка. И в течение 5 минут нужно изучать только его форму и материал. Как только ваш разум, а он обязательно это сделает, ускользает в сторону воспоминаний или забот, фокус нужно очень мягко, но уверенно вернуть назад. Это элементарная дисциплина внимания. Без нее любые новые впечатления просто утонут в хаосе ваших собственных мыслей. Для второго упражнения требуется нечто парадоксальное. Действие должно быть нарочито бессмысленным. Например, перекладывать кольцо на другой палец ровно в 15:00. Подчеркиваю красным маркером, у этого действия не должно быть абсолютно никакого практического смысла. Почему? Потому что если оно полезно, то это уже не ваша чистая воля, это просто рутина. Инициатива должна исходить исключительно изнутри вас, без малейшего внешнего давления обстоятельств. Только так тренируется настоящая воля. Давайте двигаться дальше и посмотрим, как это работает с эмоциями. Раздел 3. Эмоции и позитивность. Овладение этими 2 следующими практиками буквально спасает в ситуациях, когда сильные переживания готовы снести человека словно цунами.
Способность сохранять равновесие при острых эмоциональных скачках и навык находить скрытую искру света даже в чем-то плохом — это именно те навыки, которые позволяют безопасно расширять свое восприятие мира. Вы перестаете терять почву под ногами. Как выполнять третье упражнение правильно? Нужно поймать тот самый момент, когда накатывает сильная радость или глубокое горе. И вместо того, чтобы полностью раствориться в этом чувстве, от вас требуется сделать микропаузу и понаблюдать за ним как бы со стороны. Не заглушать, не притворяться равнодушным. Нужно просто оставаться стабильным центром посреди этой бушующей волны. Структурно это абсолютно идентично самым передовым методам современной психотерапии. Четвертое упражнение требует довольно жесткой когнитивной гибкости. Столкнувшись с чем-то неприятным, необходимо намеренно, усилием воли, задать себе вопрос: а что здесь все-таки есть хорошего или ценного? Поймите правильно, это ни в коем случае не какой-то токсичный и наивный оптимизм и не отрицание реальных проблем. Нет, это целенаправленная тренировка разума. Учиться видеть сквозь поверхностный негатив, распознавая сразу несколько слоев реальности одновременно. Раздел 4. Открытость и гармония. Финальные практики этой системы. А вот что здесь по-настоящему интересно, так это интеллектуальное смирение, которое выступает высшими вратами к истинной непредвзятости. Закостеневшие, жесткие убеждения — это, пожалуй, наш главный внутренний барьер. Эта практика целенаправленно учит нас не позволять своему прошлому опыту блокировать впитывание совершенно новых, порой неудобных знаний. Для правильного выполнения предстоит глубокая внутренняя работа. Нужно взять то, в чем у вас присутствует абсолютная непоколебимая уверенность, и сознательно допустить мысль: а что, если это на самом деле ошибка? Критически важно держать эту внутреннюю дверь слегка приоткрытой для противоречащих фактов. И это требует огромной зрелости, способности четко отличать реальное знание факта от простого, комфортного ощущения, что этот факт вам известен. И вот мы подходим к шестому упражнению — к гармонии. По сути, это даже не отдельная техника, а активный одновременный синтез всех предыдущих 5. Цель состоит в создании прочного, нерушимого фундамента. И важно понимать одну вещь: гармония здесь — это не какая-то статичная, неподвижная конечная точка, где вы сидите в позе лотоса. Это постоянный динамичный процесс балансировки прямо посреди повседневного хаоса и стресса. Представьте себе балансирование на канате. Так вот, ключевой момент заключается в том, что настоящая ценность и конкретный результат всей системы кроется именно в идеальном балансе. Если вы чрезмерно разовьете только один навык, пренебрегая остальными, вся ваша психологическая структура просто рухнет. Человек с блестящей концентрацией, но хаотичной волей, или с железной волей, но полным отсутствием эмоциональной стабильности, попросту не готов к дальнейшему безопасному психологическому росту. Все элементы должны работать вместе. Раздел 5. И это, пожалуй, самая важная часть — правила безопасного выполнения. Пожалуйста, обратите на это особое внимание. Ни в коем случае не пытайтесь браться за все 6 упражнений одновременно. Спешка в этом процессе лишь рассеивает ваше внимание и полностью, подчистую разрушает главную цель — психогигиену. Правильное выполнение требует времени и терпения. Каждому упражнению шаг за шагом нужно уделить свое отдельное, полностью сфокусированное время. Итак, с чего же именно стоит начать этот путь? Знаете, субъективный опыт той невероятной собранности и ясности ума после регулярной практики, он абсолютно реален. Всего одна неделя правильного, сфокусированного выполнения лишь одного выбранного упражнения уже может принести поразительные осязаемые результаты. Задумайтесь, какой из этих 6 шагов вы готовы сделать первым уже сегодня. Выбор за вами. До новых встреч!